Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю приготовить лазанью с курицей и цукини. В этом рецепте вы также научитесь, как готовить тесто для лазаньи. Мы будем это делать вручную, без использования дополнительных инструментов и без использования машинки для пасты. Поэтому пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. А начнем мы с приготовления теста для лазаньи. Для этого в чашу просейте 250 грамм муки пшеничной высшего сорта из мягких сортов пшеницы. Добавьте 50 грамм семолы и хорошо перемешайте. Добавьте пол чайной ложки соли. При приготовлении теста для лазаньи мы обычно используем следующие пропорции. На каждые 100 грамм муки мы используем 1 яйцо, поэтому я буду использовать 3 яйца. Вот таким образом в начальном этапе я смешиваю ингредиенты при помощи вилки. Далее я буду вручную замешивать тесто. Тесто стало более плотным, теперь можно работать руками. Выкладываем тесто с остатками муки на рабочую поверхность и замешиваем его. Как вы видите, в моем случае у меня большое количество лишней муки, но у вас может быть совсем другая ситуация, и муки будет абсолютно достаточно. Обычно это напрямую зависит от качества муки, насколько она влажная и, естественно, от объема яичной смеси. Я решила добавить еще одно яйцо. Посмотрите, вот таким образом. Добавляю еще небольшое количество муки для того, чтобы сформировать эластичное тесто. Активно замешиваем тесто. Ручное приготовление теста для лазаньи либо для пасты – это довольно трудоемкий процесс, но это того стоит, поверьте. Посмотрите, какими движениями я замешиваю тесто. Тесто должно стать эластичным, гладким и перестать липнуть к рукам. Заворачиваем в пленку и оставляем в холодильнике на полчаса. Далее готовим классический соус бешамель. Для этого нужно растопить в сотейнике 50 грамм сливочного масла. Добавляем 2 столовые ложки пшеничной муки. Хорошо перемешиваем и немного обжариваем на среднем огне. Мука ни в коем случае не должна подгореть. Обжариваем примерно в течение 1 минуты до светло-золотистого цвета. Постепенно небольшими порциями вливаем 500 мл теплого молока. Постоянно помешиваем венчиком. Увариваем соус несколько минут до легкого загустения. Наш соус готов. Посмотрите консистенцию. Убираем соус с плиты. Далее добавляем соль по вкусу, я добавлю пол чайной ложки, немного свежемолотого перца и, конечно, добавляем тертый мускатный орех. Перемешиваем ингредиенты, наш соус готов. Он нам понадобится позже, когда мы будем собирать нашу лазанью. Лазанью мы будем готовить с цукини. Вы можете взять не один, а даже несколько, если любите. Я очень люблю. Шкурку я не буду снимать.
я натру его на терке вот таким образом. Делаю я это предварительно для того, чтобы из него вышла лишняя влага. А для этого нам также нужно будет добавить небольшое количество соли. Активно посолите цукини, хорошо перемешайте, можно дополнительно потом еще добавить соли, вновь перемешать и оставьте в таком виде на 20-30 минут. Теперь нам нужно подготовить и нарезать все ингредиенты для соуса с томатами. В первую очередь это 2 небольшие луковицы, нарезаем кубиком. Далее сладкий перец, можно взять один большой или, как у меня, 3 маленьких, чистим и также нарезаем кубиком. Нарезаем мелко 3 зубчика чеснока. По вашему желанию вы можете добавить и больше. Оливки без косточки нарезаем вот таким образом на 4 части. Две небольших веточки розмарина нам понадобится. Снимаем листья и нарезаем мелко. Также я буду использовать 2 вида базилика. Вы можете использовать любой, который вам нравится больше. Нарезаем также мелко. Также нам нужно подготовить куриные бедрышки к обжарке. Вот таким образом. Снимаем кожу. Я очистила все куриные бедрышки, по количеству у меня их 6. Далее нарезаю небольшими кусочками. Полчаса прошло. Посмотрите, какое количество жидкости выделилось. И теперь нам нужно хорошо отжать цукини. Цукини очень сочный, и жидкость будет дальше выделяться. Поэтому я его откладываю на сито и продолжаю дальше готовить. А теперь начнем приготовление соуса из томатов. Для этого в сотейнике разогрейте оливковое масло и добавьте нарезанный лук. Обжаривайте лук на среднем огне буквально 1-2 минуты. Добавляем нарезанный сладкий перец и обжариваем в течение 4-5 минут на среднем огне. Добавляем порезанные оливки, далее 2-3 чайных ложки маринованных каперсов, затем чеснок, перемешиваем. Добавляем щепотку сушеного орегано. Хорошо перемешиваем ингредиенты и добавляем 200-250 грамм пассаты из томатов. Либо ее можно заменить очищенными помидорами без шкурки, мелко порезанными. Добавляем свежемолотый перец.
соль. Готовьте соус в течение 10 минут на слабом огне. В конце приготовления добавьте зелень и хорошо перемешайте. Соус готов. Теперь давайте займемся обжариванием куриных бедрышек. Для этого нужно разогреть в большой сковороде растительное масло и добавить всю курицу. Первые 5-7 минут мы будем готовить на сильном огне. Далее убавляем огонь на средний, накрываем крышкой и оставляем готовиться примерно 15-20 минут. Периодически помешивайте и проверяйте, чтобы курица не подгорала. В конце приготовления добавьте соль. Затем добавьте соус из томатов. Равномерно распределите по поверхности курицы и продолжайте томить на среднем огне в течение 5 минут. Курица готова, теперь давайте займемся приготовлением листов для лазаньи. Напоминаю, что перед приготовлением тесто обязательно должно отдохнуть недолго в холодильнике, примерно полчаса. У нас прошло немного больше. Раскатываем вот таким образом. И нарезаем на 4-5 частей. По мере того, как вы будете работать с одним кусочком теста, остальные должны быть под пленкой, чтобы поверхность не высохла. Посмотрите, какое красивое и эластичное тесто. Присыпаем немного рабочую поверхность мукой и начинаем работать с тестом. Я вам покажу полный процесс, полный цикл, как сделать вручную тесто для лазаньи и как его раскатать вручную. Обычно для этого используют машинки для приготовления пасты, но я вам хочу показать, как это можно сделать без каких-либо приспособлений. Внимательно смотрите, запоминайте и обязательно пробуйте. Когда вы работаете вручную с тестом для пасты или для лазаньи, обязательно нужно соблюдать одно правило. Тесто должно быть равномерно тонким по всей поверхности. Раскатывайте тесто как можно тоньше. Оно должно быть полупрозрачным. Не волнуйтесь и не бойтесь, у вас обязательно получится. Посмотрите, какое прекрасное, прозрачное и очень тонкое тесто. Посмотрите, без дополнительных инструментов, без машинки для пасты мы сделали такое потрясающее тесто. Теперь нам нужно вырезать нужный размер. Отмеряем размер по форме и обрезаем. Это тесто просто удивительное. Даже если вы раскатали очень тонко, всегда можно раскатать еще тоньше. Все остальные кусочки теста мы раскатываем по такому же принципу. Вот такое количество листов для лазаньи у меня получилось.
Теперь мне их нужно отварить. Для этого в большую 5-литровую кастрюлю я добавляю соль и нагреваю до кипения. Затем порционно по одному листу я кидаю тесто для лазаньи. Варится оно примерно 2 минуты. После варки листы для лазаньи я перекладываю в заранее приготовленную емкость с ледяной водой. И отвариваю следующую партию листов для лазаньи, повторяя все те же самые процессы. Не варите сразу все листы для лазаньи. Возможно, этого количества будет слишком много. А лишние листы вы всегда можете высушить и использовать в следующий раз. Поставьте разогреваться духовку на 200 градусов, и тем временем мы начнем собирать нашу лазанью. Форму для выпечки смажьте оливковым маслом. Также нам понадобится сыр моцарелла для пиццы, он более плотный. Вот таким образом его нужно натереть на терке. Первым слоем выкладываем небольшое количество курицы в соусе из томатов. Соус бешамель остыл, немного взобьем его венчиком и польем сверху небольшое количество на курицу. Далее я выкладываю отваренные листы для лазаньи. Делайте это аккуратно, чтобы листы теста для лазаньи не рвались, и хорошо перекрывали полностью предыдущий слой. Далее мы добавляем соус бешамель и вновь выкладываем кусочки курицы. Старайтесь это делать равномерно по всей поверхности. В каждый слой я буду добавлять по несколько листочков свежего базилика. Теперь вновь перекрываем слой листом теста для лазаньи. Вновь поливаем соусом бешамель. И выкладываем равномерно цукини. Добавляем свежемолотый перец, соус бешамель. Затем вновь перекрываем этот слой листом теста для лазаньи. Я думаю, что вы уже успели уловить принцип сбора лазаньи и приготовления ее, поэтому спокойно можете создавать свои вкусовые сочетания, экспериментировать с наполнителями. Это всегда очень интересно и большой полет для творчества и потрясающих кулинарных открытий. Кстати, для любителей сыра вы можете в каждый слой добавлять небольшое количество сыра, допустим, моцарелла, свежей моцареллы, либо сыра пармезан, либо тот, который вам больше нравится по вашему вкусу. Пробуйте. Вот так, слой за слоем собираем нашу лазанью. Один слой мясной, другой слой с цукини.
Также вы можете сделать комбинированный слой, как сейчас. Это будет у нас финальный слой, завершающий. И да, к сожалению, иногда тесто, если оно очень тонко раскатанное, рвется при варке. Но для того, чтобы полностью у нас перекрыть весь слой, я буду использовать дополнительные кусочки теста, которые у меня остались. Вот таким образом я просто перекрою разрыв. Далее выливаю оставшийся бешамель. Разравниваю по поверхности, посыпаю свежемолотым перцем и, конечно же, сыром моцарелла. На данный момент духовка уже разогрета на 200 градусов. Я накрываю лазанью влажной бекарной бумагой и отправляю в духовку на 30-40 минут. Затем я снимаю бекарную бумагу, увеличиваю температуру в духовке на 220-230 градусов и запекаю его до такой золотистой корочки в течение 10-15 минут. Наша лазанья готова. Послушайте, как она бурлит. Манящий аромат, и так трудно дождаться, когда уже можно ее кушать. Перед подачей обязательно охладите лазанью в течение 10-15 минут. Таким образом, вам легче будет ее сервировать и, естественно, есть. Давайте посмотрим, какая лазанья получилась у нас на срезе. Потрясающе красивая, невероятно вкусная, ароматная. Приятного вам аппетита и до новых встреч, друзья!